Нормандия – историческая область и регион, расположенный на северо-западе Франции и протянувшийся вдоль пролива Ла-Манш. Его название сложилось в IX веке, когда эти земли попали под власть викингов, норманнов, и их предводитель Роберт Нормандский основал на прибрежных равнинах первое герцогство. Изумрудные долины и пастельное небо Нормандии всегда вдохновляли великих художников и литераторов. Здесь писал свои бессмертные полотна Клод Моне, сочинял роман «Мадам Бовари» Гюстав Флабер и придумывали сюжеты для новелл Ги де Мопассан и Марсель Пруст. Романтическая французская провинция очень нравится приезжающим в страну туристам. Из Парижа в Нормандию удобно добираться на поезде, автобусе или автомобиле. Северо-западные области и столицу Франции разделяют всего 1,5 километров, и дорога до нормандских городов занимает 2-3 часа. Местные курорты Трувиль, Давиль и Анфлер всегда пользовались популярностью у художников и богемной элиты. Кроме того, в Нормандии развит гастрономический туризм. Приезжающие сюда путешественники дегустируют знаменитые нормандские сыры, яблочный сидр, кальвадос и вкуснейшие морепродукты. Пик туристического сезона в Нормандии приходится на период с мая по октябрь. Верхняя Нормандия – административный регион на севере Франции, включающий департаменты Приморская Сена и Эр. Его территория соответствует восточной части исторической области Нормандия, а слово «верхняя» в названии региона использовано потому, что он расположен на более высоких географических широтах, чем Нижняя Нормандия. Эта местность известна, в первую очередь, благодаря старинному городу Руану с одним из самых значимых готических соборов во Франции, алебастровым скалам Этрита и живописному городку Вернону с традиционными фахверковыми домиками. Нижняя Нормандия охватывает западное побережье региона. Узкая полоса береговой линии протянулась южнее города Гавр. Она получила большую известность как место высадки союзнического десанта в годы Второй мировой войны. Здесь находится несколько популярных морских курортов, например, расположенный напротив Гавра городок Анфлер. Их часто называют Нормандской ривьерой. Местом паломничества туристов со всего мира также стало средневековое аббатство Мон-Сен-Мишель, стоящее на небольшом острове в 2 километрах от берега. Столицей Нижней Нормандии считается город Кан, который около 900 лет назад служил Вильгельму Завоевателю в качестве резиденции. Много старинных построек сохранилось также в городках Байо, Барфлер, Кутанс, Гранвиль и Шербур. Внутренняя Нормандия удалена от Ла-Манша и менее популярна у туристов. Это живописный сельскохозяйственный регион, в котором производят прекрасные по вкусу мягкие сыры. В отдельных его городках сохранились старинные замки и руины средневековых крепостей. Южная часть Нормандии славится густыми лесами, кружевным промыслом в городе Алансон и термальным курортом Баньоль-де-Лорн. Курорт для парижской знати Давиль был построен в середине XIX века недалеко от столицы Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Он известен протяженным променадом, 2-километровой набережной, отличным продуваемым пляжем, дорогими ресторанами и белоснежными яхтами. Здесь находятся знаменитые центры талассотерапии, куда приезжают ради ванн с морской водой и грязелечения. Давиль всегда был местом, где можно показать уровень своего благосостояния, поэтому на нормандском морском курорте нетрудно встретить богатых бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. И развлечения, существующие здесь, под стать завсегдатаем, это казино и дорогие ночные клубы. Для активных курортников в Давиле есть гольф, большой теннис, поло и полеты на дельтапланах и парапланах. В Давиле проходят популярные фестивали джаза и американского кино, ежегодная выставка современного искусства, парад роскошных кабриолетов, чемпионаты по поло, самый крупный в стране аукцион лошадей и скачки на ипподроме Ла-Тауквас, а также ралли, в которых принимают участие ретро-автомобили. Трувиль построили на месте небольшой деревушки рыбаков, существовавшей на территории Нормандии со времен викингов. История морского курорта началась с водолечебницы, открытой в 1860 году. Сегодня он имеет статус придатка элитного Давиля.
В наши дни Трувиль привлекает гостей чистыми песчаными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и обилием свежей рыбы и морепродуктов. Курорт предлагает отдыхающим занятия гольфом, верховой ездой и виндсерфингом. Для любителей пеших прогулок здесь проложены специальные маршруты, знакомящие гостей курорта с живописными окрестностями. Желающие осмотреть побережье, как правило, пользуются услугами турфирм, организующих морские путешествия. Как и на других нормандских курортах, в Трувиле есть красивая набережная для променада. Вдоль нее приютилось немало ресторанов, баров и кафе, где туристы любят проводить вечернее время. В городке открыты также казино и музей курорта, созданные в 1972 году. Стоящий в устье Сены морской курорт Анфлер удален от Девиля всего на 10 километров. Он привлекает путешественников по Нормандии колоритом старины, живописной набережной Святой Елены, строгим готическим храмом над гаванью, соляными складами XVII века и, конечно, узкими улочками, застроенными аккуратными домами. Не случайно виды Анфлера и его бело-голубые лодки так часто появлялись на полотнах знаменитых импрессионистов. Нормандский курорт также славится множеством антикварных магазинов, в которых торгуют настоящими произведениями искусства. Анфлер разбогател в XVII-XVIII веках, когда из местного порта уходило много судов к берегам Нового Света. Сегодня портовая жизнь городка не такая насыщенная, и он играет скромную роль в экономике страны. Тем, кто хочет больше узнать об истории курорта, стоит заглянуть в местный музей. В 2 километрах от берега Нормандии находится остров, который стал местом настоящего паломничества и по количеству туристов занимает 2-е место в стране, после Парижа. Жители Мон-Сен-Мишеля очень гордятся построенным здесь древним аббатством и называют его 8-м чудом света. История и архитектура небольшого острова настолько значимы, что ЮНЕСКО включила его в перечень объектов всемирного наследия. Мон-Сен-Мишель входит в группу островов, расположенных в одноименном заливе. С материком его соединяет автомобильная дорога, проложенная по насыпи над гладью моря. Однако во время прилива доступ сюда бывает затруднен. Если приехать на остров в летнее время, то можно оказаться в толпе туристов, поэтому опытные путешественники любят посещать Мон-Сен-Мишель и Нормандию в межсезонье. Они непременно подгадывают визит на остров под морской прилив, чтобы фотографии получились наиболее зрелищными. Крепостные стены возвели на острове в 709 году, и за много веков они стали свидетелями важнейших событий французской истории. Главная улица Гранд-Рю застроена домами XV-XVI веков. В наши дни в них разместились отели и магазины, небольшие сувенирные лавки и уютные рестораны, в которых посетителей угощают блюдами традиционной бретонской кухни. Сам монастырь состоит из нескольких средневековых сооружений. Войти в него можно через парадные королевские ворота. Внутри сохранились помещения трапезной и просторный рыцарский зал. Венчает весь архитектурный комплекс высокий шпиль церкви Сен-Пьер. В центре обители существует не очень большое по размерам сводчатое помещение, которое именуют Нотр-Дамом под землей. Многие сотни лет оно служило тюрьмой и поэтому хранит немало страшных тайн. Для туристов остров Мон-Сен-Мишель открыт круглый год. В Верхней Нормандии, на берегу Сены, стоит город Руан. В наши дни он является составной частью разросшейся парижской агломерации. Река делит город надвое, и основные достопримечательности находятся в старом городе, расположенном на правом берегу. Противоположный берег Сены сильнее пострадал во время бомбежек Второй мировой войны, и поэтому там стоят в основном современные здания. Старый город очень компактен, и по нему удобно передвигаться пешком. Жемчужиной Руана и всей Нормандии считается великолепный готический собор, увенчанный шпилем, высотой 152 метра. До 1880 года Руанский собор был самым высоким готическим собором в мире. Величественный храм начали возводить в IV веке, а самые старые элементы постройки, которые дошли до наших дней, относят к XII веку.
Сильнейшие бомбежки Второй мировой войны нанесли Руанскому собору значительные повреждения, но в послевоенные годы его достаточно быстро восстановили. С именем Жанны д'Арк в Руане связано много достопримечательностей. Площадь Старого рынка была местом, где ее казнили. Теперь здесь стоит церковь. Рядом находится башня, где смелая воительница находилась в заточении. В старом городе также можно увидеть красивую римско-католическую церковь Сен-Маклу, построенную в XV-XVI веках. Снаружи готический храм украшен многочисленными каменными статуями. С востока к нему примыкает старинное кладбище, где прежде хоронили горожан, умерших во время эпидемии чумы. Живописное местечко Живерни в Верхней Нормандии от столицы Франции отделяет всего 80 километров. Самая старая улица города носит название Рюокс-Джуевс. Дома вдоль нее были выстроены в Средневековье, и до сих пор здесь сохранились остатки древнего монастыря. В Живерни бывали многие знаменитости – Сезанн, Ренуар, Матисс, Сислей и Писаро. Особенно популярен у туристов небольшой колоритный ресторан «Хотел Боди», который находится на улице Клода Моне, 81. В конце XIX века в этом доме располагался отель, где останавливались многие известные французские импрессионисты. Сегодня в ресторане подают блюда французской кухни. Очень давно Живерни стало местом паломничества поклонников творчества Клода Моне. Великий художник писал свой дом, сад и пруд на протяжении 43 лет. Окрестности городка наполнены атмосферой покоя. Здесь всегда много зелени и цветов. Место погребения семьи Моне расположено возле старинного храма Святой Радигунды. Сотрудники дома-музея Моне, которым в наши дни ведает Академия изящных искусств, стараются поддерживать зеленое окружение усадьбы практически в том виде, каким оно было при жизни художника. Ажурный японский мостик, перекинутый над водной гладью пруда с водными лилиями, стал местом, где туристы делают памятные фотографии. Лучшим временем для посещения усадьбы считается конец весны и начало лета, когда вокруг расцветают глицинии и рододендроны. Музей принимает гостей ежедневно с марта по ноябрь. Кроме усадьбы Моне, в Живерни работает музей импрессионизма, в котором регулярно проходят художественные выставки. Его залы открыты для посетителей с апреля по конец октября. Путешествие по северо-западу Франции немыслимо без дегустации местных блюд и напитков. В Нормандии всегда в огромных количествах производили кальвадос. Изначально кальвадос подавали как дижестив, то есть в самом конце трапезы. Считалось, что он наиболее полно раскрывает свой богатый вкус в сочетании с фруктами, шоколадом и кофе. Сегодня таких строгих правил нет, и кальвадос часто подают к горячим блюдам. Минимальный срок выдержки кальвадоса 2 года, однако существуют коллекционные экземпляры, имеющие выдержку в 20 лет. Другой местный напиток, которым издавна славится Нормандия, это сидр. Его, как и кальвадос, изготавливают из яблок. Традиционно попробовать сидр можно в крепере. Так здесь именуют закусочные, где выпекают вкуснейшие блинчики с разными начинками – крепы. В таких заведениях на столах стоят кувшины с сидром, и посетители сами разливают яблочный напиток по керамическим чашкам. Выделяют 2 сорта сидра – кисловатый сухой брют и сладкий сидр. Лучше всего об их особенностях и технологиях производства рассказывает экспозиция музея сидра, который находится в Валоне. Еще один алкогольный напиток вот уже несколько веков делают в небольшом рыбацком городке Фекан. Это знаменитый ликер, настоянный на 27 травах. Его рецепт изобрел бенедиктинский монах, и произошло это в XVI веке. Секрет производства до сих пор хранится в строжайшей тайне, известно лишь, что ликер не обходится без мелисы, корицы, лимона и гвоздики. В конце XIX века в Фекане появился целый дворец, в стенах которого и делали ликер. В наши дни его залы превращены в музей. Здесь можно увидеть старинные перегонные аппараты, бутыли, а также образцы поддельного бенедиктина, привезенные из разных стран мира. Посетители музея могут заглянуть в прохладные погреба
и продегустировать там исторический ликер. В Нормандии производят несколько видов мягких сыров. Один из них, камамбер, получил признание далеко за пределами Франции. Впервые этот сыр изготовила в конце XVIII века местная уроженка Мари Харель. В деревушке Камамбер ей даже установили памятник и организовали музей, посвященный знаменитому сыру. Рецепт сыра женщине передал монах из Бри. Камамбер делают из непастеризованного коровьего молока. Настоящий сыр в упаковках по 350 грамм дозревает около 2 месяцев, а в промышленных условиях этот процесс занимает 3 недели. В годы Первой мировой войны камамбер стал частью дневного пайка французских солдат. Он быстро распространился и обрел славу народного сыра. Другой вид нормандского сыра, ливара, назвали по местности, где его впервые начали производить. Он имеет сильный аромат и обвязан 3 полосками лозы. Вызревает ливара 3 месяца. Сыр Паинт-Левек стали делать в Нормандии в XVII веке. Он обладает золотистым цветом и чуть сладковатым вкусом. Дольше других в Нормандии производят сыр-нашатель. Первые сыроварни появились в нормандских деревнях в XI веке. Нашатель изготавливают в форме сердечка, квадрата или цилиндра, и вызревает он всего лишь 1 месяц. Французская провинция вытянута вдоль Ла-Манша, поэтому в традиционной кухне много блюд из морепродуктов и рыбы. Особенно здесь любят устриц, морских улиток и гребешков. Их, как правило, щедро сдабривают сливочным маслом или сливками. Сельскохозяйственный регион также славится своими коровами, поэтому говяжьи стейки и кровяная колбаса Бауден-Нуар из Нормандии считаются одними из лучших во Франции. До курортов и городов Нормандии можно добраться из столицы Франции. Прямые поезда связывают Париж с Гавром, фешенебельным Давилем и расположенным неподалеку от него Трувилем. Всего час езды на поезде отделяет Париж и историческую столицу Нормандии средневековый Руан. Чтобы доехать до Байо, нужно сделать пересадку в городах Кан, Руан, Лизьё или Шербур. Поезда в Нормандию отправляются от парижского железнодорожного вокзала Сен-Лазар, до которого легко добраться на городском метро, станция Сент-Лазар. Кроме того, с центральными регионами страны Нормандия связана сетью автодорог. Скоростная автострада ведет из Парижа в Давиль. Из Парижа в Нормандию проводятся автобусные экскурсии, а значит, осмотреть достопримечательности французской провинции можно и в составе организованных туристических групп.